Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. За последние несколько лет многочисленные голливудские франшизы вернулись на большой экран. При этом не всегда успешно. Не заставил себя ждать и культовый «Хищник». Картина 2018 года будет являться продолжением серии фильмов, первым из которых был «Хищник» со Шварценеггером, вышедший еще 30 лет назад. Режиссерское кресло досталось Шейну Блэку, который известен такими картинами, как «Славные парни» и «Железный человек 3». Интересно то, что он был в актерском составе первого «Хищника» в роли Рика Хоукинса. Сначала режиссер был против, объяснив это тем, что не хотел бы снимать очередной фильм франшизы. Несмотря на то, что они были неплохо сняты, все же они не были большим кино. Но когда ему ответили, что хотят вложиться в проект и своего рода перезапустить серию, он согласился с условием, что будет принимать активное участие в написании сценария. И обязательно, что фильм будет иметь рейтинг R. Ведь, цитирую Блэка, рейтинг PG-13 для слабаков. По его словам, некая тенденция Голливуда превращать картины с рейтингом R в PG-13 в надежде привлечь более широкую аудиторию — это как раз не то, что хотели бы видеть фанаты в новом «Хищнике». Ставя в пример «Чужого против Хищника», которому дали рейтинг PG-13, что привело к разочарованию фанатов обеих культовых франшиз. И лично я полностью его поддерживаю. Также режиссер с самого начала пообещал, что фильм будет продолжением, а не перезапуском, действия которого будут разворачиваться в наше время. Будут показаны те, кто строит космические корабли и устройства, которые используют хищники, а также новые миры. В процессе работы над сценарием Блэк черпал вдохновение в картине Ридли Скотта «Чужой», подчеркивая его отличие от более поздней картины режиссера «Прометей», по его словам, лишенной загадки. По словам режиссера, главную опасность для картины представляет то, что в ней рассказывается продолжение истории, и на нее могут отреагировать как на старую историю, которую уже видели, что вовсе не так. По его словам, будет показано то, что находилось за занавесом, почему инопланетяне здесь, что они делают, какова общая картина. Он хочет снять ленту, близкую по духу к первому фильму, но в то же время снять все по-другому. Как он сказал: «Я думаю, что франшиза о Хищнике слегка отклонилась от того, что должна из себя представлять. Это должно быть в первую очередь страшно, но с попытками найти много комедийных моментов по ходу создания фильма». Добавив, что костюм Хищника в этом фильме будет отличаться от прошлых, не уточнив, чем именно. Съемки стартовали 20 февраля 2017 в Ванкувере под рабочим названием «Оли», а сама премьера состоится 9 февраля 2018. Интересные разногласия ходят по поводу бюджета фильма. Одни говорят, что это около 60 миллионов долларов, что больше, чем имела любая другая часть этой франшизы, но все же немного для жанра фантастики. Другие, что это около 150 миллионов, а это как бюджет Венома, который выйдет в том же году. В любом случае, от картины действительно можно ждать чего-то масштабного, ведь у нее есть на это возможности. По поводу сюжета, краткий синопсис картины позволяет нам понять, в каком направлении будет двигаться фильм, и звучит он примерно так. Главный герой, бывший морпех Куин Маккена, которого сыграет Бойд Холбрук, обнаруживает злобную инопланетянскую расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын аутист в исполнении Джейкоба Трембле, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев. Отец вместе с несколькими соратниками-морпехами решает остановить угрозу. К слову, на главную роль в начале планировался Бенисио Дель Торо, но он отказался из-за конфликта расписаний. График актера уже слишком загружен, но студия так хотела подписать с ним контракт, что она была согласна передвинуть дату начала съемок нового «Хищника», лишь бы Дель Торо смог присоединиться к картине, но не срослось. Потом была попытка привлечь Джеймса Франко, но также безуспешно. Как вы понимаете, фильм собрал внушительный актерский состав. Можно будет увидеть Оливию Манн в роли ученой Кейси Брэкетт, Треванте Роудса в роли бывшего морпеха и друга Куина, кстати, на роль которого изначально планировался 50 Cent, Элфи Аллен также в роли бывшего морпеха и многие другие. Ну а роль самого Хищника исполнит Кайл Страутс.
Перед началом съемок Блейк выложил пост в социальной сети, в котором говорилось: «Понедельник, охота началась». К этим словам он прикрепил промо-арт с хищником и цифрой 4, а также совместное фото актеров ленты со словами: «Неполный состав, прекрасные люди, отличные ребята, а еще они убийцы. Сегодня начинаются съемки, пожелайте нам удачи». После чего появилась и первая фотография со съемок. В одно время даже планировалось привлечь к участию в фильме Арнольда Шварценеггера. Для этого даже были написаны 2 сценария, с его участием и без, но судя по всему этого не произойдет. Ведь Арни не помог Генезису сделать его прокат успешным. Да и если Блейк действительно хочет создать что-то новое, не думаю, что он будет пытаться сыграть на ностальгии. А вот недавно в интернете появился даже якобы слитый сценарий фильма, размещенный на 133 страницах. Я нигде не нашел подтверждения этому, да и если он действительно слитый, кто будет это подтверждать? Единственное, что первоисточником указано сценарообменное сообщество, так что я не мог не поделиться им с вами. Как вы понимаете, дальше будут спойлеры, так что будьте осторожны. Завязка действия начинается на Кубе. Наш главный герой с неприметным именем Стив Маккена, боец американского спецназа. Вместе со своим отрядом он собирается ликвидировать какого-то наркобарона и освободить заложников. Внезапно с неба в буквальном смысле падает спасательная капсула с космического корабля. Маккена добирается до места падения и находит там тело хищника, который от удара потерял сознание. Не растерявшись, он быстро забирает шлем и оружие пришельца в качестве доказательства контакта. В этот момент прилетает зловещий черный вертолет с наемниками из ЦРУ. Маккена понимает, что запахло жареным, и убегает. Вскоре хищник приходит в себя и убивает не столь расторопных бойцов отряда Маккены. Затем пришельцев выслеживают наемники и усыпляют. Потом люди в черном ловят и самого Маккену. Но к этому моменту герой уже успел отправить по почте в свою камеру хранения инопланетянские артефакты. После этого вступления действие разбивается на 3 параллельные идущие сюжетные линии. Первое. Мы знакомимся с главной героиней, ученой по имени Кейси. Она получает приглашение от ЦРУ и отправляется на секретную базу, где удерживает в плену хищника. Там героиня изучает биологию хищника. Когда она узнает, что пришельца очень легко поймали и на базе хранится куча оставшегося после прошлых фильмов инопланетянского оружия, ей в голову закрадывается нехорошее подозрение, но уже слишком поздно. Второе. Маккена тем временем пребывает в психушке. Коварные ЦРУшники сделали так, что героя признали сумасшедшим. Вскоре Маккену сажают в автобус с еще 6 экс-вояками, которые тоже должны провести остаток в жизни в дурдоме. Но во время перевозки охранники получают приказ доставить Маккену на ту самую секретную базу. Героя хотят еще раз допросить. Автобус прибывает как раз в тот момент, когда хищник вырывается наружу. Маккена пользуется моментом, чтобы освободиться. При поддержке психоотряда заключенных он спасает Кейси, после чего они устраивают зрелищный побег на чопперах. Третье. Пока происходят все эти события, оказывается, что Маккена не заплатил за камеру хранения. Это приводит к тому, что все вещи пришельца оттуда отправляются ему домой. Его сын Робби, аутист, исследует артефакты хищника. А так как на дворе канун Хэллоуина, он надевает маску хищника и берет оружие. Когда его задирают хулиганы, оно срабатывает автоматически. Это запускает цепь событий, в результате которой на Землю прибывает еще один хищник. В сценарии он назван Апгрейдом. Он 3-метрового роста и больше похож на человека, нежели классические хищники. Ему нужен артефакт, который находится у Робби. Наконец, все 3 линии сплетаются воедино. Маккена с психоотрядом добирается до своего сына в тот самый момент, когда его находят сбежавший хищник и хищник Апгрейд. Выясняется, что Апгрейд кто-то вроде межгалактического киллера. Его задача убивать хищников-диссидентов, которые прячутся на Земле в зоне 52 и работают на организацию, защищающую Землю от инопланетян. Ближе к финалу герои находят во Флориде спрятанный корабль Апгрейда, который был угнан хищником-диссидентом. Вскоре туда заявляется его владелец, выпускает с борта своего корабля инопланетянских существ. Трехногие хищники, хищники-пауки и так дальше, с целью взять штурмом зону 52.
Маккенни же требуется спасти жизни инопланетян, находящихся на службе у правительства США. Ну вот, как-то так. А моя участь на этом заканчивается, я дал вам пищу для размышлений. Так что подписывайтесь, делитесь интересными мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, жду от вас лайк. Мир вам и всего доброго.